Так, поперли. Стелс. Против Гламерор, ребят. Гламерор. Опять демо. Против стелса. Ха. Любопытно. Вот даже любопытно. На кого ставите, друзья мои? На стелса или на демо? А? Я бы поставил на демо. А может даже на стелса. Ну, все-таки стелс, он прячется, да, там как-то. Но у демо, в конце концов, там те же скорпы есть, да, там с грейдом, с демо-апгрейдом, там все вот это дело. И скат-штормы у демо посильнее будут. Да. Вообще, Египтин Ойл, да, египетский оазис, карта, мне она нравится. Мне она очень нравится, эта карта. И тут как бы по ресам нормально. И карта большая, как бы обширная. Ну, как бы ландшафт, дизайн, как правильно сказать. Наверное, все-таки дизайн карты, он какой-то прикольный. И в 3 supply идет Demolition сразу же. В принципе, тем же самым занимается Stealth. Все то же самое. И 2 военных... Ух ты, смотрите, как прячется, да, Тимстеп. То есть он сразу своих рабочих тут попрятал за фейковые казармы и за 2 фейковых военных завода. Supply на центре установлен. И то же самое делает Маракар. Ну как это прекрасно. Как я такое люблю. Вот как я такое люблю. Это прикольно вообще. Норка. А вот Тимстепа норочки нету, кстати. Кстати, у него вообще ни одной норы. Вообще ни одной. У него по-прежнему 2 фейковых казармы, но пока 2 настоящих военных завода. Он пока еще не может норы строить. У него пока позиционочку-то не разыграешь. У Маракара... Откуда у Маракара нора? У него же... вот у него казарма настоящая. Все понятно. Сразу ракетчики в домик. И техничка поперла отменять рабочих. И подрывники. Все. Не добил. Не добил. Supply не хватило. Справа здесь рабочий прибежал позиционочку разыгрывать. И еще одна течь пошла. Что там у нее? Пустая. Она пустая, а заехать не выйдет. Заехать, ну, не выйдет. Да, здесь все закрыто. И, кстати говоря, опять вновь, да, техничка прокатывается. И минус сразу рабочие. Минус рабочие, здесь техничку закроют. Все, скрап надо отменять. Скрапик надо отменять, Маракар. Я отдал, жаль. Очень жаль. Техничка с одним скрапом очень больно будет бить по рабочим. Они просто на изи будут летать. Так же, в принципе, как и ракетчики. Да. Пачка от Тимстепа. Есть уже настоящая казарма, и можно уже спамить норы. Пачка катается. Там, кстати говоря, много... вот куда рабочие делись. Маракар спрятал в норку. И также есть, в принципе, ответные технички. Но вот нету ракетчиков. Вот они просто катаются, в них нет ракетчиков. Очень жаль, на самом деле. Но эту техничку даже, может, сейчас заберет Тимстеп. Ну, пока просто вот гоняет как-то, да, вот. Не дает спамить с казармы, там, например, да. Вот можно, в принципе, даже военный завод блокнуть таким количеством. Токсотрактор в отмену ушел. Тимстеп просто катается. Просто вальяжно катается по базе Маракара. Вот техничка с одним скрапом. Что она делает? Она просто выбивает вот за один выстрел там всех рабочих. Минус техничка. Тут с ракетчиками. Минус течь с одним скрапом. И тут Маракар. Тут Маракар и куча скрапов пытается тут отменять Тимстеп. И даже успешно. Строил здесь мины-ловушки. По-моему, даже скрапик какой-то и успел Маракар подобрать. Но убертич сделать не получилось. И норы начинает строить Тимстеп наконец-то. И спам квадов. Напоминаю, что у стелса-то, по сути, на старте квады и технички. Все. По факту. Ну окей, Токсотрактор еще есть. Демолишн хотя бы скорпионы имеется. И норка под вышку. Перебивает Тимстепа минус течь. Ну все, надо переходить. Точнее, Маракара, надо переходить во что-то поинтереснее. Здесь уже квады пошли. Еще на раз строится. А выход уже в 4-й ресурсный. И Тимстеп, кстати, своего рабочего привел. Тоже на месте. Не стоит. И, кстати, на карте 3 вышки есть. Если что. Так, на всякий случай. Есть 3 вышки. И вот Маракар уже себе норочку под вышку дает. И даже побежал ребелем с изученным захватом. Уже на захват этой самой вышки. Перестрелка домиков. Здесь ребель, по всей видимости, сидит. Как-то он не стреляет, да. И минус норка, квады работают. И сапплай распродается. Сейчас Маракар вроде как отстроился справа. Но вот на центре сапплай теряет. А норку-то надо, Тимстеп, добивать. И минус рабочие. Еще одна нора добавляется. Захват. Но тут квад, он успеет. Он успеет отменить. Нечего там Маракару вывести. Да, не получается вышечку захватить, к сожалению. Еще норка на базе. И добавляется военный завод. Тимстепа заводов 2. И 3 сапплая. Ну, Маракара тоже, в принципе. А вот здесь он может даже и не даст Тимстепу добывать на этих коробках.
Но вот за центр, по-моему, все-таки господство будет у Тимстепа. Да, за центр тут он прям взялся очень так добротно. Захватил Маракар вышку и заминировал ее сразу. А вот здесь вышку захватить, тут Тимстеп готовится, кстати говоря. Токсотрактор и минус. Тут техничка работает. И Маракар поднакопил. Маракар поднакопил пачку, и пехота идет вперед. Можно в домике рассадить. Здесь какой-то угонщик прибежал. Это тема стелса, конечно же. Это шикарно. Я люблю такие мувы. Минус домик здесь пробили. И все-таки тут Маракар. Да, Тимстепа прогоняет. Но Тимстеп дал 4-й сапплай. Тимстеп дал 4-й сапплай, но у Маракара тут еще одна вышка под контролем. Правда, пока он ее еще не захватил. Но это вопрос времени. Убертечь шикарно. И пытается рабочего найти. Ну, проще вдарить в каркас, наверное. Да, пробиваются рабочие. Маракар дает свою норку рядышком. Вот, ну, не знаю, надо как-то пробовать грызаться Тимстепу. Вот держать центр, потому что Маракар там вовсю уже справа тут застраивается. Не знаю, и вышку он себе еще одну взял. Гламер-ор, друзья мои, это всегда интересно. Но вот слева Тимстеп квадами идет вперед. А что там по дворцу? Хотя тут Маракар с помощью одной убертечи просто разваливает сапплай. И минус 2 норы слева. Тимстепа надо вышку хватать. Чтобы как-то, наверное, вот тоже экономически как-то более-менее ровно держаться, наверное, вот надо. Рабочие, ну, на сапплай деньги есть, в принципе, можно поставить. А здесь норку под снос. И Маракар сюда просто свой сапплай даст. Да, нора, до свидания. До свидания, все, здесь Маракар будет стоять долго. Очень долго. А Тимстеп будет стоять слева на вот этих коробках и вышку возьмет. Я так предполагаю, по крайней мере, угонщик побежал. Ставится дворец, Маракар, что делаешь ты? Маракар также ставит дворец и спам 2 военных завода, пока он ликвады. Ракетчики, да, вышка захвачена, заминирована. Дом на дом, Убертечь. Убертечь, вот тут бы Тимстепу надо было перенавестись на Убертечь. Она еще и с 3 лычками. И вся пехота под снос у Тимстепа. Очень жаль. Очень жаль. И Убертечь набирает 3 лычки и уходит в норку. Он сейчас подкилится. Тут квады идут вперед. Маракар ставит еще один ресурсный. Это 4-й, да. А Тимстеп пока ресурсник не ставит. Справа заварушка. И как-то даже здесь Тимстеп поинтереснее выглядит. Да, он прогоняет Маракара, но дальше не суется. Тут домик стоит. Кстати, вот эти укрепления можно уничтожать. Их можно уничтожать и спокойненько проезжать сюда до сапплая, либо вот так вот вокруг обходить. Но тут, блин, кругом домики, норы. Квад тут подъехал, хотел, наверное, рабочего отменить. Тимстеп ставит норку. Ну, ждем захвата. Ждем захвата. Здесь Маракар дефается. И сапплай бы не мешало бы дать. Техничка опять поехала. И это может быть даже подрыв. Это может быть даже... Да, это подрыв заранее. Это еще и при этом, при всем. Demolition. Да, все, минус. Минус вышка. Тимстепу ее захватить уже не получится. Ее нет. Вновь ставится нора. Здесь достаточно много скрапов. По всей видимости, здесь стычка была. Я пропустил этот момент, пока слева здесь смотрел, все, что тут происходит. И, кстати, вот интересный момент. Какой-то подрывничок шальной был. Может быть, даже в техничке. И уничтожил квад. И как-то подтормозилась игра. Как-то А вот Токсотрактор пошел. И ой-ой-ой-ой, Маракар, почему не контролим? Почему не контролим этот момент? И еще домик. Маракар, ты где вообще? Ты где вообще? Теперь тут Тимстеп поселился просто. Сейчас нору будет уничтожать. Что там, дворец готов? Да, дворец готов. И даже уже выход в один черный рынок. И есть 5к. А почему не поставить бы сейчас бы, например, Скат-шторм? Так, чисто на будущее. Пускай он будет, пускай таймер работает. Тикает себе на здоровье. По 3-му рангу у каждого из бойцов. И Маракар ставит командный центр. Мало того, что кэшбаунти, так у него еще и сейчас демо-ребелямбуш будет. Пробивается вышка. Не хочет Тимстеп ее оставлять, даже перехватывать не собирается, он просто ее будет бить. И появляются батлбассы, это достаточно грозное оружие. И демо Джарман Хелл минус пилот в токсиновом тракторе. Пробивается домик, и, кстати, можно с помощью... И нет демо-апгрейда до сих пор, серьезно? До сих пор нету демо-апгрейда? А как так? Еще один черный рынок. Маракар. Что, очень много денег тратится на юниты, что ли, или что? Нет демо-апгрейда, ребят, это жесть какая-то. Почему? Почему его нет до сих пор? Даже странно как-то. Так, ближе. Ближе Маракар подходит. Вот Джарман Хелл слил. Зачем стрелял по пехоте, Маракар? Надо было просто подвести сюда. Хотя тут норка. Норка бы спалила. Может быть, как-то надо было выманить, попробовать Тимстепа. И с помощью Джармана просто подорвать всю эту армию. И ставится еще один сапплай.
Ставится еще один сапплай, это 4-й по счету, на базе денег также хватает, и вот здесь также справа тимстеп расположился. Вроде как и пытается Маракар его отсюда вынести, да, но постоянно тимстеп все равно здесь присутствует. Вот надо его отсюда убирать и самому свой сап ставить, иначе экономически как бы можно будет потом не потянуть эту битву и... Ребель-амбуш. Вот вышли юниты у тимстепа и ребель-амбуш. Маракар достроил свое КЦ. Свой КЦ, точнее, не свое. И минус нора, минус рабочий. Ну вот, просил я, получил. Маракар ставит сапплай. Центр, склад снабжения, центр снабжения. Арт-платформа тут захвачена была от стелса. И Маракар, демолишн, просто ее будет уничтожать. Ракетчики возвращаются обратно. Джарманкел тут где-то стоит, в норке сидит, по всей видимости, рабочий от тимстепа. И даже еще и токсотрактор. Любопытно. Очень любопытный, рабочий, на самом деле, если он прокатит, это, конечно, будет печаль, беда вообще. И появляются рокет-баги с апгрейдом. Мне любопытно, там демо-апгрейд, да, наконец-то. И смотрите, какой любопытный от тимстепа рабочий забегает, и минус токсотрактор, это подрывник. Нет, это рабочий отработал его. Демо-апгрейд появился, и теперь рабочий как подрывник просто. Сапплай начинает работать, две норки здесь дает Маракар, все, теперь 4 сапплая у каждого из бойцов и ни одной вышки у каждого из бойцов. Карту, в принципе, примерно поделили. На центре присутствие тимстепа вроде бы даже как и побольше будет. Рабочий тут какой-то побежал. Ну, посмотрите, что делает стелс, а? Что делает стелс? Но вот тут, правда, ставится черный рынок. Я думаю, что Маракар должен увидеть это строительство. И он этого не видит. Эта нора будет здесь. Тут рокетбаги, правда, поехали бодаться с батлбассом, и он так близко подъехал. И сейчас все рокетбаги-то он тимстепу перебьет. Ну, может, не все, но 3 забрал. Да, ну и батлбасс, правда, перевернули. Ребята, вот смотрите, что здесь происходит. Боже мой, тимстеп. Браво. Какое браво просто. Сейчас отсюда как полезет всякая нечисть в виде квадов. И это будет для Маракара, конечно, печаль-беда. Я бы на месте тимстепа тут еще одну бы нору разворачивал. Рокетбаги поехали. Джарманкел тимстепа бьет пехоту. Но его сразу уничтожает Джарманкел от Маракара. Но, правда, попадает под раздачу от Ребеля, стелс Ребеля. Но против Джармана, как бы, ему не потянешь. Просто не потянет, конечно же. В этот момент, вот тут стелс норка стоит. Рабочий спрятался, а ракетчик нет. И ракетчика видно. И тут как раз таки ставится еще черный рынок. Ну неужели, Маракар, ты не... Вот, ну неужели ты не видишь, а? Ну как же так, а? Просто я не понимаю. Ну как же так? Джарманкел от Маракара. Рядом с рокетбаги. Еще и заминировал ее Маракар. Браво. Просто браво. Как я это обожаю, ребят. Вот как я это люблю просто. Как же я это люблю. Вот такие вот штуки. Норка строится рядом со дворцом. Как бы рынки тут подспамил еще. Тимстеп Маракар также тем же самым занимается. Пока никого я не вижу, ни у кого СВ. Пока никто в это не переходит. Здесь минку поставил демолишн. Ну, рабочий остался на месте стоять. И через ракетчиков сейчас все это... Ой, как далеко полетел. О, красавчик. Все, падает. Рокетбаги по норке. Норка на разнос. 100%. Нараб минус. Джарманкел. Тут Джарманкел от Тимы. И палец, кстати говоря. Просвет, что ли, дал? 4-й ранг у тимстепа, и у 4-й ранг также и у Маракара, и, кстати, он по экспоментам-то побольше у него будет, и, возможно, до 5-го даже раньше доберется, но нора-то есть у тимстепа, и вот эта нора, она вот пока ее, походу, тимстеп бережет, вот он ее бережет, вопрос, вот когда он ее использует, это будет очень интересно на самом деле. Здесь скрыли бункер, и рокетбаги пробивает еще одну норку, а тут минку ставит Маракар, да, то есть если кто-то и нарвется, еще и рабочий пытается здесь забежать. Но я думаю, что такое хамство, да, уже не прокатит, квад будет отрабатывать его. Но вот здесь прокатило. Ставится еще больше нор. Чем ближе к 5-му рангу, тем надо больше давать нор на базе, чтобы контрить скрытую атаку. Хотя бы парочку где-нибудь, даже 3 вот тут где-нибудь нор бы понаставить. Так чисто, на всякий случай. Близко подбирается тимстеп к Маракару, и что-то даже слишком близко. Джарманкел отработал пилота. И рабочие побежали кошмарить рокетбаги. А они с демо-апгрейдом, они будут взрываться. Но есть Джарманкел от стелса. Он будет это все дело уничтожать. И можно рокетбаги стащить, чем Маракар, собственно, и будет заниматься. И даже немножко тут пробьет по кваду. Джарман под снос. Джарман под снос. Ух, как высоко полетел.
Квады. Ой, Ребелямбуш. Я только хотел сказать, что квады и рокетбаги идут вперед, и Ребелямбуш просто забирает раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 юнитов. Я слышу скрамблер. Да, это здесь юниты под скрамблер. Вот, все. Тимстеп пошел. Тимстеп пошел в атаку. Тимстеп, 3 батлбаза, квады, рокетбаги. И уже один из басов, правда, переворачивается. И уже первый черный рынок под снос. Второй бас перевернул здесь Маракар. Ну вот, наконец-то. Вот эта нора и пошла. Пошла она в дело. Сразу пробиваются норы. Минус 2 черных рынка. Бьется дворец. Он пустой. Джарменкелла здесь нет. Очень много пехоты. И идет Тимстеп вперед. Господи, Маракар, как ты это допустил? Ты еще и Убертеч, но она погибает. Рабочего подорвал здесь. Минус черный рынок. Еще один. Через рокетбаги пытается Маракар здесь противостоять. Казарма под снос. И дальше на пути саплай. И, кстати, строит скат-шторм на данный момент Маракар, но терпит такую вот атаку. Вот эта норка паскудная. Вот она так долго стояла. Как, чемпион, ты это пропустил? Я ничего не понимаю. Саплай сейчас заблокирует просто. Правда, маловато. Тут квадов нету, плохо. Нету квадов, нету Джармана. Вот тут бы что-то бы добавить бы такое, чтобы бить не только рокетбаги. Джарман хорошо от Маракара работает, бьет пехоту одну за другой. Может Джармана попробовать подъехать, подорвать. Пехота выходит из батлбаса. И бить саплай надо. Вот только не оставлять рокетбаги Маракара вот так вот просто без присмотра, чтобы Тимстеп свои тут терял. Скатшторм-то строит. Нет, пока только черные рынки. КЦ есть. У Маракара КЦ также есть. Ставится еще дворец. Да, дворец перестраивается и ставится военный завод. И, слушайте, ну потерпел здесь Маракар сильно. Скатшторм, кстати, поставил. Поставил Скатшторм, но саплай убьет. А здесь саплай все, вот только тут качает. Слева заканчивается. Сейчас по ресурсам может пострадать. Ну, правда, есть черные рынки, но их маловато, их всего 3 теперь. Было вроде бы 6. Пачка есть у Маракара. Пачка у Маракара-то есть все ж таки. И бьют скатшторм. Где Джарман? Где Джарман надо бить пехоту? Ну или хотя бы через сквады. Все, 5-й ранг. 5-й ранг, причем каждого из бойцов. И через токсопомбу, полагаю, будет Маракар сейчас пробовать противостоять. И прокинуть бы ее удачнее, бы хотя бы Джармана забрать. Отлично. Отлично, и как раз она под норой здесь, как бы уже пространство молота. И ответная, твою мать! Твою мать! Ну неужели? Ну неужели эту игру Маракар отдаст? Твою же мать, а! Ну что это такое вообще? Что происходит на этой карте? И скрытая атака. И скрытая атака, но тут нора. Тут нора от Тимстепа, и она будет контрить. Сразу же причем. Да. В никуда. Никуда. И норка, кстати говоря, у Тимстеп по-прежнему живет. Она по-прежнему здесь живет. Так у него еще и скрытая атака в запасе. Да, окей, Маракар скатшторм. Ну что чистить токсины? Маракар, ну что ж такое? Что ж так не везет-то тебе? Надо, ну, да, распылять токсины, конечно же. Вот, как вы думаете, друзья мои, кому сейчас тут хуже? Как по мне, сейчас плохо Маракару. У него тут сколько еще на доке? У него тут 12750, которые он не может добыть. У Тимстепа по бабкам. Ну, у Тимстепа как бы уже... Ой, Тимстеп тут еще и Маракару и справа тут на центре подбивается. Еще один черный рынок тут есть. У Тимстепа, в принципе, тоже-то доки закончились. И коробки на центре также закончились. У него теперь раз, два, три... 4, 5, 6, 7, 8 рынков. Вот все, на чем сейчас Тимстеп живет, плюс кэшбаунти. И он приготовил новую атаку, и это под скатшторм. Тут есть батлбас, есть Джарман, злая толпа даже присутствует. Сразу же отмена от пилота. Один из сквадов теперь не ездит. Норка под снос и Ребелямбуш. Обожаю. Ребелямбуш. А батлбас должен закрыть квады, но там еще рокетбаги добавлять. Надо быть аккуратным. Блин, как бы скатшторм этот сберечь, а? Он ведь может просто сейчас переначать всю игру. Переворачивается бас. Злая толпа должна помочь, открывается скрытая атака. Здесь... Ага, здесь саботер стоит, ребят. Здесь стоит саботер, который сейчас просто... Джарменкелл выходит, уничтожает злую толпу. А саботер может... Это он стоит на случай, если его сейчас не получится скат убить. А скат убить не получится, у Маракара пачка есть. И пачка довольно неплохая. Стоит Джарман. Вот, правда, зря тут били по пехоте. Он сразу же спалился, да, и был уничтожен. Все, обнулили. Обнулили скатшторм, саботер отработал.
катается тут, да, радарный фургон, он сразу его разносит. И до скрытой атаки все-таки добирается Маракара, ее уничтожит. И саплай ставит тимстеп, серьезно, сразу норы разворачивают. И 3 норы тут дал просто, господи, обнулили скатшторм Маракару. Блин, Маракар, тащи, а! Вот просто Маракар тащи, тимстеп, красава, вообще, вот, молодец, кайф, все круто. Но, Маракар, тащи игру. Просто тащи ее. А мне надо добавлять активности, потому что 24 зрителя, блин, при том, что я имел онлайн 70-100 человек на трансляции, это меня, конечно, очень сильно удручает. Ну ладно. А мне надо добавлять активности на канале, и все будет четко. К военному заводу подходит тимстеп. Блин, Маракар, блин, вытащи эту игру, я хочу, чтобы это был топ-реплей. Я хочу это просто заснять отдельно просто. Пожалуйста, вытащи, а. Умоляю. Просто. Батлбас загрузился, еще один. Квады отходят. Ракетчики есть. Еще ближе к Катшторм. Военный завод уничтожили. Блин, ну неужели тимстеп сейчас тут даст саплай, а? Сразу же переворачивается бас. Работает Джарман из пехота. Скрытую атаку открывает Маракар. Понятно. Понятно, просто так, видимо. К норке подбирается Маракар. Точнее, тимстеп. К норке Маракара Джарман Кэл тут вышел. Взрывать будет? Или просто... Да, будет взрывать. Минус 2 рокетбаги. И одну... другой выселил пилота. Пачка идет вперед. Все под скатшторм. Все ради того, чтобы убить скатшторм. У Маракара по деньгам... Ну, блин, я не знаю. Ну, сколько у него? Тут 4 черных рынка. Вот здесь вот 5-й. Саплай еще тут что-то добирает. Нора под снос. Вроде бы и есть чем отбиваться, но что-то как-то... Ну, давай тащи. Давай тащи, давай пробуй, Маракар, выбирайся. Угонщик тут бегает от стелса. Все-таки стелс-то, конечно, интересно себя чувствует. Тимстеп не дает пока свой скатшторм. А Маракар флуатит, кстати говоря. И, по всей видимости, все-таки выбьют скатшторм. Да, надо было его, наверное, продавать. Да, очень жаль. Очень жаль Маракара, он теряет свое супер оружие. Надо какую-то контратаку проводить. А тимстеп сейчас может дать ресурсность здесь. Просто на изи дать. Ворует здесь рокетбаги. Маракара может даже возвращать. Нет, он свою вернул через рабочего. Еще военный завод. Еще военный завод. Еще нора. Есть дворец. Пробил здесь по батлбасту. Перевернул. Пехота высадилась. До конца не получилось закрыть. Опять Джарман Кэл вышел. Норка. Да, печально. Очень печально. Маракар очень зажат. Но у Маракара есть и токсо-бомба, есть и скрытая атака, в принципе, есть. Также, в принципе, есть все то же самое у тимстепа. Пробивается черный рынок. Ресурсы здесь почти Маракар добрал. Дальше все будет только хуже. Нужно убивать эти позиции и возвращать ресурсник. Здесь еще денег много. Здесь еще очень много денег. И Маракар не надо стоять. Надо дальше идти. Джарман Кэл тут палит. Он палит эти норы, и рокетбаги работают. Там где-то должен, по идее, ребель амбуш откатиться. Саплай ставит Маракар. Маракар, вытаскивай, вытаскивай потихоньку, полегоньку. А вот и ребель амбуш подкатил. И все. Очистился, выбрался Маракар. Круто. Тимстеп крут, вот вообще, вот просто молодец, красавец, все, я уважительно отношусь, все, ништяк. Ну, конечно, Саплай, да, кривенький. Маракар сам понял, что что-то какая-то фигня надо перестраивать, это очень кривой был Саплай. Токсо-бомба летит на заводы. Токсо-бомба летит на заводы, тут ответные. Тут ответная токсо-бомба поперла, и надо вводить токсо-трактор. Ух ты, бляха, еще и скрытая атака от Тимстепа. Боже мой, какая печаль, ведь только отбился, и уже скрытая атака. Так, ответная токсиновая пошла почему-то на вот эти позиции. Не понимаю только для чего. Ну да ладно, распродажа черных рынков. Распродажа черных рынков и... так, понятно. Трансляция. Пропуск кадров. Пропуск кадров. И вроде как восстановились, да, мы? Восстановились. Да, все норм, продолжаем. Все хорошо, у нас немножко тут трансляция провисла. Но восстанавливаемся, все хорошо. Мы терпим, мы держимся. Распродался здесь Маракар. Сразу же распылил токсины токсотрактор и очистил токсины Тимстепа. Токсины стелса. Близко подходит, близко Маракар. Через юниты, через взрывы. Тут просто вот собственный юнит тут взрывает. Ай, ну подрывай же. Блин, не получилось закрыть скрытую атаку, к сожалению. К сожалению.
Прямо жаль мне. Очень и очень жаль. Ладно. Скрытая атака. Маракар открыл. Маракар открыл. Стелс дает еще одну норку. Ну хотя бы саплай качает. Меня это уже радует как-то. Саплай качает хорошо. Блин, Маракар, ну вытащи, а. А вот как бы там Тимстеп не строил бы Скотшторм. Вот он не строит Скотшторм. У него есть бабки, но он не строит Скотшторм. Не хочет. Пробивается дворец, слушайте. Рабочего нового вывел. Норку ставит. Еще один рабочий. Еще одна нора пойдет. Ну понятно. Тимстепу постоянно деньги на спам нужны. Вот, наверное, он и не тратит. Ложится Скотшторм, юнитов не будет. Маракар как бы это поймет, пойдет наступление. Норка есть, открытая атака открыта. Эх, ребелямбуша здесь не хватает. И токсобомбу истратил Маракар, как же жаль. Скрытая толпа, ой, злая толпа идет вперед. Сейчас скрытую атаку закроют. Так, хорошо, Маракар. Хорошо, Маракар, хорош. А дальше? Вот тут Джармана, конечно, у Тимстепа не хватает, но есть хотя бы квады. Есть квады, и даже что-то тут пробили, но... Норка по-прежнему жива. А у Маракара всегда есть юниты. У Маракара всегда есть деньги, и у него всегда есть юниты, чтобы отбиться. Это Минка. Это Минка стоит, я думал, это Джарман. Скрытая атака под черный рынок. Рынки постоянно бьет Тимстеп Маракару рынки, решает его экономики. Это классно, это очень умный, хороший ход на самом деле. Это здорово. Пробиваются квады. И это ребелям. Это через рабочего. Это через рабочего Маракар взорвал. Да, прекрасно. Прекрасно отбился здесь Маракар. И, кстати, черный рынок-то будет восстанавливаться. Надо подспамить. Дворец перестраивается. Рынков бы надо бы дать. Раз, два, три рабочих, действующих. И здесь отстроиться. Надо бы еще. Надо бы еще рынков экономически. Можно просто, наверное, не вывести это дело. Вот Тимстеп, да, вот у него раз, два, три, четыре, пять. Ну, вот этот будет, да, вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот 8 рынков у него будет. В целом, плюс кэшбаунти, да? И вот теперь, смотрите-ка, как получается. То есть все это время Маракар терпел. И что-то даже начинает какую-то попытку атаки предпринимать. Тут вдарил по норе. Вот оно как даже получилось-то. Домики начинает пробивать, и даже удачно. Он уничтожается, ракетчик сразу выходит. Ну, тут еще, кстати, на саплай денег-то сохранилось, да, как бы. Это еще спасает Маракара, в принципе. Черный рынок возвращается обратно в актив. Норы добавляются за спиной. То, о чем я говорил ранее. То есть, чем ближе к 5-му рангу, тем надо норки хотя бы штуки 3-4 за спиной додавать, чтобы контрить эти скрытые атаки. Когда в тылу у тебя появляется такой, елки-палки, а где ж, чем же сейчас туда доехать-то? Вот именно что. Норки рядом нету. Скрытая атака от Маракара. Квады, рокетбаги поперли вперед. Ну, вопрос. По идее, у Тимстепа должна токсобомба откатиться. Понадобится ли она ему сейчас, чтобы отбиться? Вот это вот интересный момент. По-моему, нет. По-моему, Тимстеп здесь удачно отбивается. Маракар, ну, просто размен. Причем еще и не в пользу Маракара, на мой взгляд. Минус рокетбаги Тимстепа. Вышел трехлучковый квад. Минус квад Тимстепу. И второй даже заберет. А вот теперь его надо прятать там. Ага, и спрятался. И спрятался там Батлбас, скрытая атака закрывается. Ну вот где норка отстроилась в Demolition, и сразу строится вторая. И потеря черного рынка сейчас у Тимстепа. То есть Маракар еще может потащить эту катку. Это будет интересно. На топик это даже, наверное, потянет. Сколько Маракар терпел, сколько он терпел. И ко дворцу подбирается Батлбас, тут работает. Здесь еще и ребелямбуш, который закрывает бас стелсу. Батлбас у Маракара, к сожалению, потерян. И минус квад. Норка еще одна достроится. И Маракар пока отступает. Но уже какие-то подвижки есть. Это уже интересно. То есть, ну, прям очень интересно. И я где-то слышу скрытую атаку. Но пока не понимаю, где. А, вот где она. Вот где она, но тут мины стоят. Пробивается черный рынок. Маракар там подспамил. Да, он ставит. Он ставит рынки. Ставят рынки, у него даже было СВ. У него уже даже было супероружие, но Тимстеп вышиб. Рынок не добили. Рынок отстроится. Рокетбаги от Маракара катаются. Подсобрался египтянин. Но черный рынок все-таки Тимстеп добивает. Молодец, круто.
Все-таки дотянулся. Вот теперь надо скрытую атаку убивать. Что там по грейдам? Все грейды изучены у Маракара. Вот, наверное, тоже одно из того, что спасает сейчас Маракара. У него еще и все грейды есть. Что там у Тимстепа по грейдам? Вот у него одного грейда не хватает. На лечение обломками. Перестрел... Ребель-амбуш. Это был ребель-амбуш, я так полагаю, да. Минус баги. И тут буквально осталось чуть-чуть закрыть эту скрытую атаку. И Маракар предпринимает попытку... А, кстати, вот и байки подъехали. Я вообще что-то про них забыл. Я про них совершенно забыл. Открывается скрытая атака, это Маракар. А во дворце здесь есть ракетчики, и надо отступать. Здесь летит токсобомба. Летит токсобомба и под норы, и сейчас оттуда не выйдешь. И скрытая атака закрывается. Тимстеп отработал отлично. Распродал, кстати, сопла и ставит черный рынок. Рядом с ресурсным. С одним из... Два военных завода. Вот как они стояли на месте, так и стоят. Ресурсный остался один у него. Все уже откачано, все деньги откачаны, все, что было на карте, все уже собрано, вышки уничтожены. Теперь живем на рынках, на кэшбаунте. Хорошо, что это гла. Что тут еще из-за убийства юнитов есть какая-то, да, прибавка к зарплате, скажем так. Пробивается норка. И сейчас добьет. Пока там токсины распылены, тут ничего не сделаешь. Надо вот только трактор, что ли, какой-то вывести, очиститься, продолжать нагнетать как-то здесь с правого фланга-то. Техничка поехала, серьезно. Черный рынок подрывать, ребят. Либо повышение обнулять, может там саботер. Нет, это подрыв. Это подрыв на 32-й минуте игры просто сейчас приехал. Может даже еще и саботер. Нет. Подорвался, просто сейчас техничка подорвалась на рабочем. Просто приехал, подорвал рынок. Вот так вот, беспрепятственно вообще. Ну, Тимстеп, ай дает, что делает, а? Браво. Минус норка, Маракар. Только отстроил, уже лишился. Как же жалко. Норка минус. Байки поехали. Что будем делать? А тут квады. А тут квады. И, ну, что-то забрал. Квад забрал. Квад забрал, Маракар. Здорово. Техничка пошла. Что у нас какой-то эмбиент. Так, тут еще один подрыв. Сейчас мы его посмотрим. Я немножко музыку обнулю. Подрывники. Нет, не вышло. Я только один успел тут рвануть немножечко. Ну, можно доехать, да, подорвать. Но, правда, тут сразу же Маракар бежит его чинить. Это черный рынок. Вот это, конечно, шикарно. Сейчас мы фоновую музыку обновим. А то что-то как-то грустно. Какая-то она призрачная, сумрачная. Рокетбаги бьют по норе. Рокетбаги бьют по норе и даже, наверное, добьют. Минус. Ну вот пока вот такое вот все. Вот как-то вот, да, ничего такого тут сверхособого не происходит. Игра более-менее выровнялась, стабилизировалась. По экономике у каждого из бойцов все здорово. Пока только вот просто подкусывают друг друга как-то вот рокетбаги, подъезжают, что-то позиционку кошмарят. Тут какой-то рабочий вообще от Demolition бежит непонятного происхождения. Я не думаю, что Тимстеп просто даст вот что-то такое вот, как-то, да, чтобы что-то такое вообще состоялось, какая-то нора здесь. Токсины распылены рядом с норами. Это Тимстепа норы, это Маракар сбросил токсины. И рокетбаги возвращаются обратно. И стелс продолжает по-прежнему тут пробивать позиции. Вот этот саплай, он вообще не нужен Маракару, мне кажется. Его уже можно продать. И рабочий под снос квад отработал. А Тимстепа, возможно, даже уже и Скашторм можно построить. Почему бы и нет? Маракар не строит. Ну, не строит СВ, пока вот наращивает вторичку. Еще тут дает рынок. Блин, ну вот пока вот все так вот тихо, все спокойно. 35-я минута. И что-то вообще непонятно, чем это все закончится. Вроде бы как вот все ровненько. Вроде бы как ровненько. Рокетбаги опять приехали. Вот опять эти позиции бьют. Уже даже бить эти позиции, даже стремясь к рангу, даже вот уже и без толку. Ну только что вот лишить на одну норку здесь Маракара. Ну, деньги есть, да, 20 баксов с убийства этой норы заработал сейчас Тимстеп. Ну окей, хорошо. Квад поехал, минус рабочий. Еще одну норку здесь Тимстеп пробивает. Джарван Кэл пошел вперед, пилота можно одного уничтожить. Ответочка. Ответочка от Маракара. Demolition почти достал до квада, но одного буквально выстрела там не хватило, чтобы его забрать. Тоже бы деньги получил. И открывается скрытая атака прямо под норы. И зачем ее там было открывать? Ну, где дал просвет, там и открыл. Ну, получается, что так. Какой от этого смысл, пока мне неизвестно. Хотя бы тут где-то дал, тут хоть нора далеко. Но мне кажется, тут все так хорошо задефано, что просто, ну, некуда тебе скрытую атаку тут дать. Тут Скашторм нужен.
Тут нужен Скатшторм, а лучше 2. Вот у Тимстепа деньги есть почти. Почти у него было 5к на Скатшторм. Но он его не ставит. Он еще больше нор дает, он еще больше вторички дает. А в СВ не переходит. Я не знаю, может я не прав. Мне кажется, тут надо уже в СВ переходить. 37-я минута пошла, и мы никак не понимаем вообще, что тут должно такого произойти. Вот сейчас какие-то качели такие, да, чтобы, ну вот, понять, кому все-таки отдать предпочтение, что ли, в этой катке. Перестрелка Рокетбаги. Ну вот эти позиции, кстати говоря, Тимстеп Маракару-то посносил. Скрамблер. Застелсил свои юниты стелс. Тимстеп. Еще больше позиционки, еще больше черных рынков и ни одного СВ. А вот, ну наконец-то, наконец-то, спасибо большое, товарищ египетский, вы наш Маракар-чемпион, что вы нам все-таки строите Скатшторм, нам будет еще на что посмотреть в этой игре. А можно, пожалуйста, даже 2. 2 Скатшторма и полбазы просто у Тимстепа нет. А Тимстепу надо бы тоже, наверное, в СВ уже переходить. Ну пока вот борьба Рокетбаги, вот квад тут катается, ракетчики бьют по батлбасу, квад под снос. Ракетчиков можно с помощью норы тоже убить. Где Джарман Кэл, кстати говоря? Рабочий минус. Рабочий минус. И смотрите-ка, я вот все говорил, а позиционку-то, позиционочку-то Маракару-то бьют. Позиционочку бьют Маракару потихоньку. У него здесь позиции были, все потерял. У него здесь норы были. Да, черный рынок тут был, потерял. То есть потихоньку, полегоньку все равно Тимстеп Маракара-то отодвигает обратно к базе. У него сейчас, у Тимстепа, больше как-то простора на центре стало сразу же, да. Маракару еще дальше теперь до Тимстепа становится. Теперь только через скрытую атаку, через весь центр тут не проедешь. Токсобомба пошла на правый фланг. И сразу все рабочие под снос. Но здесь рабочий живет, до него токсины не достает, он продолжает строить свой черный рынок. Скатшторм почти готов. Тимстеп наконец разворачивает свое СВ. Наконец-то. Может быть даже еще где-то появится. Но денег пока не хватает. Все, 100% таймер Скатшторма начал обратный отсчет. Сейчас Тимстепу надо задумываться. У него пока Скатшторм на 50%. Интересно, сколько эта игра будет продолжаться? Мне просто любопытно. Час, 2. Потому что тут, ну вот пока только вот отодвинут фронт, скажем так. Уничтожаются минки, минус квад. Квад забрали, ответные рокетбаги. Маракар отходит. Еще одна минка под снос. И Тимстеп уходит. Тимстеп уходит обратно в норку. В свою стелсную норку. Одну секундочку, ребятки. Мне нужно обновить страничку. Уж простите меня, я буквально на секундочку. Так. Саботер поехал. Вот я о чем и говорю. Я о чем и говорю. То есть Тимстепу надо задумываться. Он через, вот, пожалуйста, через байк поехал. Тут что-то заблудился. Правда, в вот этой пирамиде открывается, кстати, скрытая атака. И чё? И сразу подорвали ее. Просто у Тимстепа были заряженные подрывники. И, блин, к сожалению, не удалось Саботеру подъехать к Скатшторму. Ну, где-то бы просто бы дежурил бы здесь бы. Или сейчас бы обнулил бы его бы Тимстеп, чтобы у них хотя бы таймер был более-менее, да, там, ровненько. Или, ну, как что-то бы придумал бы здесь Тимстеп. Что-то бы стелс бы тут бы делал, но не получилось. Так же, как и Маракару вновь не получилось открыть свою скрытую атаку. И пронумеровал цифрокой 2, кстати говоря. Скатшторм стелс. Но, по сути, застелсил. Нет, еще не застелсил пока Тимстеп свой Скатшторм. Ну, Маракар уже успел его ответить. Ой, на минке подорвался Тимофей. Подорвался все-таки Тимофей на минке, который тут демо ставит. Ну и Demolition добавляет еще больше мин, еще больше нор. Все, он на базе будет сейчас сидеть, и фиг он оттуда выйдет. Он будет сидеть и ждать. Просто ждать своего соперника на своей базе. Перестрелка баги. Минус батл бас. И еще и пехоте тут досталось. Ну и окапывается. Окапывается Тимстеп. На центре добавляет еще больше рынков. Рынков, кстати, реально много. И, в принципе, и у одного, и у другого. Второй Скатшторм. На минах подорвался Саботер. Кто это? Что это? Это подрыв? Это Саботер. Это был то ли Саботер, нет, это был Саботер, да, или Ребель все-таки. Короче говоря, по всей видимости, хотел обнулить повышение, скорее всего, сейчас Тимстеп Маракару, ну, вероятнее. Либо хотел подъехать под Скатшторм, но тут все в норах. И третий Скатшторм уже разворачивает Маракар, открывается скрытая атака, но тут все закрыто.
Все закрыто, все надежно охраняется. Еще норку дает Маракар. Задефался и дает скат штормы. И даже скрытая атака тут уже, по-моему, ничего не сделаешь. Либо аккуратненько как-то где-то, не знаю, прокидывать токсобомбу, чтобы максимальное количество нор перезакрыть. Потом открывать скрытую атаку, сразу же как-то выходить. Но там для этого требуется время. То сейчас, конечно, все на тоненьком. Сейчас кто кого перебьет. До скат-шторма буквально минута 40. Вот скрытая атака открылась. Сразу же работает тут бас. Я вот не понимаю, для чего эту токсобомбу здесь Маракар прокидывает. Не знаю, лишает пространства для маневра, для тимстепа. Просто кинул и все. Ну окей, ладно. Ладно, может думал, что тут какие-нибудь, не знаю, там стелс юниты стоят под скрамблером. Может быть, не знаю. Тимстеп приближается слева. Мина стоит, я так понял, на ручном управлении. Пробивается. Пробивается нора. Минус скат шторм. Ой, господи, ох ты, какая мина хорошая. Минус Чарман Келл. Минус юниты. Вот хорошие минки, кстати. Батлбас работает. Батлбас тимстепу перевернули и до конца закрывают. Рокетбаги надо добивать. Рабочий бежит, у рабочий каленый. Будет пробовать подходить все ближе и ближе. Интересно, тимстеп будет ли контрить этот момент. Надо взрывать. Не удалось. Раньше убили. Батлбас перевернулся. Квад, до свидания. Есть рокетбаги. Да закроем. Все, да закроется здесь. Опять саботер поехал вперед. Доск. А, он пробил норы. Норы-то пробил. Здесь радар стоит. Неужто успеет, а? Успеет обнулить? Ай, бля. Тимстеп, что ты делаешь, а? Что ты нам последние нервы расходуешь, а? Скрытая атака открывается. Еще военный завод добавляет Тимстеп и ставит второй скат-шторм. Батлбас пошел. Батлбас пошел. Там минута буквально до скат-шторма Тимстепа. Поехал Батлбас, квады. Но правда закрыли уже скрытую атаку. Скат-шторм прилетит по Маракару. Скат-шторм прилетит по Маракару, это 100%. Осталось буквально еще 45 секунд. Там второй строится. Маракара еще 2. И 44-я минута игры, ребят. Блин, чем это все кончится? Чат вообще молчит. Чат, чат. Скажите мне хоть что-нибудь. Хоть что-нибудь скажите мне, Боже ради Христа. Баги от тимстепа катаются. И злая толпа пошла от Маракара. Квады отрабатывают ее сразу же. Второй скат-шторм появляется на карте. Ребелямбуш, минус юниты. Есть еще. У тимстепа, блин, 3 завода. По-моему, 4 у тимстепа завода. У него 4 завода и куча денег. У Маракара тоже флоут нормальный, кстати говоря. Не знаю, я бы на его месте где-нибудь еще бы 4-й скат-шторм лупил. Все, готов залп. Ну и посмотрим. Ну, блин, я думаю, что по рынкам будет бить. Вот будет бить тимстеп по рынкам, не иначе. Здесь тем временем атака от Маракара пошла. Теперь он на центр выходит. Ну давайте будем смотреть. Куда? Куда тимстеп? Где ракеты? Да, по рынкам. 2 рынка заберет. Еще и по норам пробил. И сразу же токсобомба. Скрытая атака. Подъехали квады. Тем временем Маракар работает слева. Все, вот то, о чем я и говорил. Вот этот момент надо было просто поймать. Еще и под скрамблер посадил свои юниты здесь. Тимстеп, все в токсинах. Надо токсотрактор выгонять, чистить. Поехали батлбасы. И хватит ли мощи сейчас? Хватит ли По-моему, у меня донат прилетел, да? О, сибиряк. Привет из Новосибирска. Спасибо большое. Привет тебе с Дальнего Востока. Сибиряк, спасибо. Привет тебе из Приморья. Спасибо тебе большое. 250 рублей. Спасибо, братан. От души тебе всего самого лучшего. Новосиб, респект. Сколько вам машин с Владивостока гоняют в Новосиб? Господи, я бывает смотрю. Может, смотришь Влад Трендин? Я бывает его смотрю. Как он перегоняет тачки со Владика. И смотрите-ка, добирается. Добирается здесь тем временем злая толпа. Злая толпа добирается до скат-шторма. И наполовину пробила его. И вот сейчас бы что-то бы тут придумать, чтобы его убить.
Но у Маракара проблемы. Он распродажу начинает делать. Он распродает свой скатшторм. У него уже на один скатшторм становится меньше. Ему нужно что-то придумывать и опять правый фланг защищать. Работает токсотрактор, блюет по черному рынку. Алексей Бакулин, донат чего не приходит? Донат на куда? На Donation Alerts? Я не знаю. Я не знаю. Но, честное слово, там в Donation Alerts что-то какая-то проблема, насколько мне известно. Он стал какой-то тугой, поэтому, наверное, надо все делать на Donat Pay, друзья мои. Я не знаю. Здравия, Алекс, хорошего стрима. Спасибо. Спасибо. Донат что не приходит. А ну вот этот, наверное, аж был, который. Где он? Минуточку. Минутку. Там скатшторм, блин, запускается. Я донаты смотрю. Балда. Тут вон военный завод отдубасили. Тут юниты позабирали. Справа по-прежнему атака идет. Черт возьми, что происходит? Привет, Q-сервис. Спасибо тебе большое. Сибиряк прислал вот 250 рублей. Алексей Бакулин, если это ты, Сибиряк, то вот пришло. А на Donation Alerts что-то не приходит ничего, я не знаю. Судя по голосу уставший, я нормально, у меня время 12 ночи, и мне вставать в 6 утра. Я нормально, ребята, я стараюсь, я хочу обратно вернуть свой онлайн 100 человек, я хочу до этого дойти. Ребят, короче, это не поэт, я просто говорю, если что, если хотите помочь деньгами, то кидайте прямым переводом на карточку, либо на Donat Pay. Я там вариации ничего не делал, я даже откажусь от Donation Alerts, я оставлю только Donat Pay, потому что что-то, насколько мне известно, Donation Alerts не работает толком уже. Так, отбился Маракар. Отбился Маракар, вдарил по тимстепу, второй скатшторм залетел также. Блин, я чуть не прозевал этот момент и перекрыл один из скатштормов тимстепу. И катка идет, уже 49-я минута пошла. Как сам Юксервер, кстати говоря, расскажи мне. Открывается скрытая атака. Сейчас скатшторм убьют. Сейчас убьют скатшторм тимстепу. До конца, да. Минус скатшторм. Блин, все жестче и жестче становится. 49-я минута пошла. 49-я минута пошла. Пробивается норка, пробивается квад. Еще бы квад тут прибить. И минус. Минус. Ну, вообще странно, конечно. Очень странно. Donation Alerts козел, короче говоря. Ничего не высвечивается. Квады назад идут. И залп. Залп, скатштормы. Пришел мой донат. Спасибо, Алексей. Спасибо еще раз. И по скатшторму, по черным рынкам, по саплаю открывается скрытая атака. Уже вторая. Или бежит саботер. Тут куча нор настроили. И неужели опять Маракар будет страдать, а? И опять потом опять по новому кругу вытаскивать. Спасибо большое. Спасибо. Деньги летят, чатик. Спасибо. Саботер бежит. Но не добежит. Не добежит нор много. Вот надо норки выбивать, и тогда добежит. Например, обнулять повышение. И где вообще, позвольте спросить, Ревелямбуш? Джарман Кэл идет. Вот можно с помощью Джармана тут попробовать эту пачку подорвать, как-то остановить. И сейчас добьют скатшторм. И у тимстепа 10400 на счету. Маракара вроде как еще есть тут какие-то рынки, но их мало. Такое есть ощущение, что что-то Маракар сейчас все. Есть такое предположение, что Маракар сейчас все. А может и нет. Тимстеп вроде как восстанавливается. И по рынкам у него вроде как получше. И территории у него больше. По скатшторму у обоих из пацанов в принципе одинаково. Фады смещаются чуть ниже по карте здесь. Норта хватает. Рынков мало. Очень мало. Следующий скатшторм запустится через 2.20. Это скатшторм Маракара. Не знаю, получится ли у него как-то переломить ход этого сражения. Потому что опять ему тяжко. Он оттерпел, вроде выровнялся. Потом опять оттерпел, выровнялся. И сейчас вот это опять терпит. Еще и токсобомба на заводы. Блин, это вообще печаль какая-то. Ну пока отбивается. Просвет сейчас Джарман Кэл потеряет, похоже. Нет, уходит. Уходит, тимстеп ближе.
Еще ближе, ну, бить рынки, чё, бить рынки и продолжать бить, убивать экономику. Мне очень хотелось бы, чтобы Маракар выиграл эту игру. Почему? Потому что это на топик тянет. Это тянет прям на топик. Если Маракар опять вывернется из этой игры, просто час, просто мясо. Да, там где-то есть какие-то вот такие просадочки, где-то игра замедляется, чуть успокаивается. Очень много чего в чате не уместить юксервер. Напиши в телегу. Ребят, подпишитесь на телегу, у нас есть телега, ссылочка в описании, под трансляцией. Стена огня, господи, стена огня. Токсины распыляет, Маракар чистит токсины от таксобомбы Тимстепа. Стелс вновь готовится к атаке, здесь Джарман, надо отрабатывать этого саботера, сразу же отрабатывает его Маракар, отлично, сразу же минус пилот в кваде. Есть юниты, есть чем Маракару защищаться. По флуату примерно одинаково, но рынков, конечно, сейчас у Маракара, конечно, куда поменьше. И это печально, на самом деле. Тут Скотшторм отстроился у Тимстепа. Я надеюсь, Маракар знает здесь, что он здесь. И вновь саботер едет, и не получится ничего. Маракар все равно на контроле. Уже почти час катка идет. Маракар продолжает контролировать. Тимстеп продолжает давить. И давит, и давит, и давит. И уже и Ребель Амбуш. Открывается скрытая атака от Тимстепа. Уже прямо под командным центром, можно сказать. Все ближе и ближе Тимстеп. Ух ты. Вот Ребель Амбуш был. Похоже, вот был Ребель Амбуш. Если скрытая атака сразу закрывается, там может быть через рабочего, что-то я не знаю, но вот как-то подзакрыл там юнит. Из хорошего стрима, спасибо. И залп. И залп. Сейчас Маракар немножко денежки после этого залпа подсоберет. Куда ракеты у нас летят? На рынке. На рынке, на саплай, на норы. Ну, расчистил. И скрытая атака. Еще и наполовину здесь прокалил командник. Ой, точнее, Скотшторм, но выйти не дают. Выйти не дают. И через 30 секунд залп. И вот этот залп, мне кажется, уже Маракар не переживет. Вот сейчас был шанс. Токсобомба, рокетбаги. Только одну потерял, но все каленые. Вновь саботер. И не дали отменить повышение. Ну, в принципе, там Маракар уже все и использовал. Токсобомбу использовал, скрытую атаку использовал. То есть все-таки 55-я минута пошла. И, кстати, пошел Маракар в атаку. Мне кажется, что это уже раш последней надежды какой-то. Сейчас черный рынок убьет. Скотшторм готов у Тимстепа. На базе тут вообще просто встал. Тимстеп просто встал на базе. Тут даже уже и Маракар-то ничего не делает. Но приехал одной рокетбаги, кстати говоря, здесь. И подъехал двумя квадами и ракетчиком под Норрен. Серьезно? Скотшторм прилетел на военный завод и рынок. И рынок убил, а военный завод будет жить. И доехал все-таки здесь Маракар. Почти добил нору. Но Тимстеп отбился. И мне кажется, что это все. Еще один рынок под снос. Вот, но пытается еще тут Маракар что-то построить. Постраивает вновь склад снабжения, потому что не может построить военный завод. Сейчас каждый юнит будет беречь. Неужели он будет это доигрывать? Он будет до последнего юнита драться. Все. Все. 55 минут. Просто лютой жести какой-то. Просто капец.